Приветствую вас на канале Раиса Греченко, дача, сад, огород, цветы. Розы отцветают. И что делать дальше? Вот это очень важная тема и много вопросов по этой теме. И я хочу сделать несколько акцентов. Розы, как и человек, как и все на земле, каждый это индивидуальность, это особый подход у каждого. И всех одинаково под одну гребенку резать нельзя. Надо убирать, конечно, цветок отцвел, вот он, отцвел. Для того, чтобы не образовался шиповник и не созревал, значит, надо дать силу растению, и чтобы оно дальше формировало новые побеги, и на побегах розочки. Что для этого делаю? Я уже один раз обрезала. Вот смотрите, вот у нас есть ветка. Здесь толку не будет, видите, здесь нет развития. Поэтому вот сейчас вот на этой ветке обрезаю. Здесь то же самое. Побег ослепленный, нету тут. Не будет цветов. Вот теперь виднее. Так, здесь тоже побег большой. Надо было чуть раньше это сделать, но в этом году очень так много вот этих побегов таких ослепленных. Я их обрезаю. Вот теперь вот он отцвел, и оставляю вот для этого сорта, вот они у меня высокие, я оставляю здесь 1, 2, 3 почки. И вот после 3-й почечки, вот она вот уже видно, она там уже есть, вот чуть-чуть выше, где-то 1 сантиметр, я обрезаю. И вот здесь снова будут новые веточки и будут снова цветочки. А этот цветочек нам уже не нужен. Здесь будет то же самое, но пока я оставляю. А здесь еще вот убираю. Вот эти все, что не имеют цветов, я их обрезаю. Тут то же самое. У меня просто кусты я специально оставила, чтобы показать, как это делается. Здесь вот пошел побег, и есть еще один побег, я этот оставляю. Здесь та же самая история будет, я оставлю потом 3 почечки. Вот здесь внизу тоже ослепленный, у него толка не будет. И вот это. Теперь получится, здесь уже был обрезан побег, и есть уже вот такой побежек маленький. Получается почти что на одном уровне. Я сейчас обрежу и покажу, чтобы это было видно вот на этом побеге. Смотрите, будет весь один уровень. Считаю 3 почечки. 1, 2, 3. Это я заберу и сантиметр оставляю. И здесь тоже у нас 1, 2, 3 и сантиметр. И вот этот побег образует новые, потом я еще покажу. И здесь будет так, еще один упустила. Вот он ослепленный, мы убираем. Так, все внизу. Еще посмотрим, еще тут еще раз проверять. Да, еще один. Вот его тоже обрезала. Здесь сухая. Все, получается теперь весь вот этот побег будет работать над тем, чтобы создать новые розочки. Это вот один вариант. Сейчас пойдем еще варианты. Я покажу, как я обрезаю. А вот это у меня тоже из букета розочка. Не скажу какая. Вот она очень красивая, она низенькая. Вот в данном случае, смотрите, вот букетик своеобразный, да, побежки такие. На каждом побежке цветет розочка. Что здесь? А здесь я оставляю вот до 1-й почки. Вот, обрезаю. Здесь уже перецвел. Здесь нет почечки. Вот уже почечка. Даже можно чуть-чуть ниже. И получается, что вот здесь кустик, он вот так и будет дальше нарастать. И будут до зимы цвести эти розочки постоянно. Она очень красивая. Сейчас пойдем еще к одной розочке. Еще у меня один очень красивый куст. Тоже эта розочка цветет буквально... друг за дружкой идут вот бутончики. Это очень красивая, она абрикосовая такая. Это снова же из черенка. У меня все розы практически из черенков, из букетов, просто из подарочных роз. Не знаю названия, поэтому то, что уже покупала, 30% роз, то я знаю. Что делаю вот в данном случае? Вот они, новый побег, пусть цветет. Я рассматриваю всегда снизу, где он, откуда он идет. Вот, это оказывается с одного. Значит, вот, что мы делаем. Считаю 3 почки. Так, это у нас тут как 1, 2, 3 почечки. И срезаю. Вот она перецвела.
Здесь даже что-то там пытается, но вот надо тоже 3 почки, считаю. Здесь у нас ослепленный. Так, 1, 2, 3 и сантиметр. И здесь вот он и будет цвести. Здесь тоже уже, ой, как пахнет, тоже уже перецвел. Значит, что я здесь, пожалуйста, внизу, вот, смотрите, 1 почка, 2 почки, 3 почки. И обрезаю. И здесь с 3 почек пойдут отдельно бутоны, будут очень красивые. Получается, сейчас еще этот цветет. Так, это уже другая веточка. Я уберу, с нее толку мало. Вот, здесь бутончик цветет. То же самое, здесь бутоны формируются, а здесь я считаю 3 почки. Так, 1, 2, 3. И так, вот эта серединка у нас, она не нужна. Вот, и это тоже вот обрезай. То есть каждому индивидуальный подход. Вот здесь, видите, много листьев и уже какие-то собираются споры грибковых заболеваний. Далее вот здесь у нас пустой, с него толку не будет. Мы его убираем. Здесь у нас красавец будет цвести, вот этот побег. Этот у нас перецветает, можно его уже обрезать. Значит, то же самое я считаю по 3 почечки. Считаю от ветки основной. Так, у нас где у нас тут начинаются почки? Тут нету. 1, 2, 3. Вот. Обрезала. И будет 3 побега. Здесь отцветет тоже будет. И так друг за дружкой. Так, этот пустой, бесполезный. В этом году вот их много. Этот цветет и этот цветет. И дальше эта веточка будет прекрасно работать. И будут новые формироваться вот такие красавчики, как вот этот, будут вырастать новые и новые. Но это еще не все. Сейчас пойдем к другим розочкам. Вот, а это у меня плетистая роза, абракадабра, очень красивая. В прошлом году я ее посадила весной. Значит, я не дала им цвести в начале, только осенью были первые цветы. Что здесь происходит? Вот сам побежек, это прошлогодний, первый, который был. Значит, здесь я убираю вот те старые, здесь еще остается и побег будет. Потом я его обрежу. Дальше у меня идут вверх. Вот как красиво эти побеги идут. Вот этот. Вот это очень важно вот для плетущихся. Значит, здесь только вот буквально вот так обрезаю, потому что они будут дальше подниматься. Здесь тоже самая ситуация. Смотрите, целый букет. Здесь нельзя обрезать снова же до низу, как мы делали с теми розочками. Это плетистая роза, им нужно подниматься ввысь. Вот цветочки убираю. И вот смотрите, какая уже высота у нее. Прекрасная высота. И все цветочки, которые отцвели, в данном случае отцвели, вот я вот смотрите, до первой почки здесь пока обрезаю. Вот, все, остается кустик, остаются вот эти розочки, красивые бутончики, побежки, которые дальше будут формироваться и расти. А вот это у меня плетистая, очень высокая, красивая роза. Вот здесь только нужно успевать, здесь просто букетами. Вот видите, сколько букетов. Вот это все цветет, цветет непрерывно, все лето цветет. И что я в данном случае делаю? Я вот эти розочки, которые отцветаю, вот так, все. Или обрывать, или обламывать, они легко обламываются. Но дальше оставляю, вот эти бутончики дальше цветут. То же самое с теми, которые отцвели. Вот, ой, как красиво, да? Вот еще одна цветет. А вот эти все обстригаю. Вот. Но вот эту еще, все, которые отцветают, их нужно обстригать. Вот. Чтобы они не забирали на себя все силы и питание для того, чтобы не формировали вот эти будущие семенные коробочки, которые называются шиповником. Сейчас пойдем еще к одной розочке. У меня их много. Ну вот на примере многих сейчас посмотрим, как можно обрезать. А вот эти розочки, очень красивые розочки, вот они не одновременно зацветают, такие маленькие букетики. Поэтому я всегда, который отцвел, они очень легко обрываются, обрываю. А те, которые продолжают цвести, вот они и остаются. Ну и пойдем к той розочке, которая была посажена 3 года назад из череночка, крымская, красная, которую мы снимали из черенка, садили, и покажем, как она себя сейчас чувствует. Вот первый цветочек зацветает в этом году.
Это уже 3-й год, она взрослая у нас уже. Побеги вот такие у нее. Здесь просто немножечко тень, поэтому эта розочка зацветает чуть-чуть позже. Но она красивая и вот красиво формируется. Здесь тоже после того, когда отцветет, будет обрезка на 3 почки, для того, чтобы был пышным и красивым кустик. И еще сейчас пойдем к одной розочке. Это обязательное правило, которое существует для всех вновь посаженных, молодых и розочки, которые черенка в 1-й год пытаются. А вот эта розочка совсем малыш. 1-й год, в прошлом году она была посажена, и я ей не давала цвести, но и сейчас еще я думаю, что вот этот первый цветочек я обрежу, даже не на 3 почки, чуть-чуть меньше, вот так вот. А вот эти уже позволю им цвести. Ой, у нее такой необыкновенный аромат и очень красивый. Я еще таких розочек не видела, но вот они продаются в букетах очень часто. Разные красивые цветы. И сейчас можно размножить именно с помощью вот таких череночков, росточков. И получить замечательные розочки, новые розочки на своем цветнике. А это плетистая роза, 7 как раз листиков. Очень красивая она, как пиончики, цветет, уже завершает цветение. И вот у нее так вот уже отцвели цветочки, поэтому я их обрезаю. То, что отцвело, обрезаю. А вот эти я оставляю, потому что на следующий год здесь будут формироваться очень красивые снова же побежки. Вот. А вот то, что еще цветет, пусть цветет. Должно быть красиво. Вот так вот. Это тоже уже отцвела. Убираю ее. Вот какая красавица. Просто как пиончик. Хотя у нее всего-навсего 7 листиков. Поэтому я предпочитаю красоту цветов, а не количество листиков. Ну что, я показала вам разные кустики и разный подход. И нужно всегда действительно индивидуально подходить к разным кустам. Если это плетущиеся, то там плетистая или вьющаяся, то там совсем другая обрезка. Убираем цветочки обязательно. Ну а у других в низеньких розочках нужно убирать только цветочки, которые цвели, а затем обрезку проводить. Ну и естественно вот такие розочки. Здесь оставляю по 3 почечки. Есть у меня и другие розы, там я по-другому обрезаю. Но снова же 2 куста одинаковых, всегда это у меня получается не одинаково, потому что разный подход, разный, каждый по-своему себя позиционирует, растет. У каждого есть живая душа, и каждая роза по-своему прекрасна. Замечательные розочки, замечательные цветы, они связаны с космосом, и, естественно, они дарят нам радость, энергию, земле, нам, всему-всему, что здесь на земле есть, дарит эту красоту, которая нас вдохновляет на новые красивые творческие дела. Комментируйте, подписывайтесь на наш канал. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Ну а мы, Раиса Греченко и Александр Волик, с вами прощаемся. До новых видео. И говорим пока-пока. Всего вам самого доброго.